Всем привет! Добро пожаловать обратно в пекарню Патрика. Сегодня нас встречает Катарина. Она очень серьезно настроена. Она тут поубиралась в нашей пекарне, привела ее немножечко в порядок, пока Патрик спал. У них была очень насыщенная неделя. Между сериями, вот, да, примерно прошла как раз неделя, может быть меньше, может быть больше, но суть в том, что она была очень насыщенной, тяжелой, неимоверно просто. У нас тут столько всего произошло, но и сегодня должно произойти очень много чего. Я выявила несколько багов в этой сохранке. Я не понимаю, что с этим делать, но мне кажется, с ними даже интереснее получается играть. Ну, в общем, у нас появились особые условия в этой игре, в этом челлендже из-за того, что что-то случилось с моими симсами, именно конкретно с этой сохранкой. Так что сейчас будем все смотреть, решать, переделывать. И вообще расскажу, что у нас будет в этой серии. А в этой серии у нас будет перестановка. Во-первых, наша пара смогла накопить целых 10 тысяч, представляете? Но это было много, прям, но это было очень-очень долго. И мы обставим вот эту вот комнату. Я пока купила только камин, потом что то пыталась покупать, но, в общем, чё-то мне все не нравилось, не нравилось. Как вы, если, я думаю, вы помните и знаете, в общем, с этой сохранкой у меня все не очень сложилось. Что-то мне не нравится эта постройка и вообще как-то, ну, не знаю. Как-то не сложилось с этой постройкой. В общем, мне все не нравится, но мы сегодня наполним это все, как я говорила, диванчиками. Здесь пару столиков поставим. Потому что с основной пекарней ничего не будем делать. Я вот добавила только этот, получается, раз, 2, 3, 4, пятый холодильник, потому что он прям просился сюда, просился. Вот, возможно, все-таки с вот этой частью что-то сделаем. Ну, короче, сегодня на 10 тысяч, я думаю, мы немножко перестроим вот эту часть и вот эту, я думаю, нам хватит. Может быть, что-то еще хватит на вот эту часть. Еще, кстати, нам нужно ну, я думаю, что отдельную комнату пока не будем делать, но нам нужно будет впоследствии перестроить обязательно ванную и выделить еще одну комнату, потому что у нас будет новый житель. Эм, у нас, кстати, еще в пекарне было такое событие. Вы представляете, у нас двое суток жила у нас смерть. Именно как бы ну, один из посетителей умер, и почему-то целых 2 дня, даже закрывая пекарню, не открывая, закрывая пекарню, этот человек лежал, смерть над ним стояла. Сначала она за дверью стояла, потом она вошла и просто стояла, 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 а потом еще стояла, а потом еще стояла. В общем, кошмар какой-то. Мы из-за этого очень мало заработали, но ничего. В общем, всё наладится. Итак, мы 10 тысяч заработали. Так что вот, первое, что нам нужно, это нам нужно все перестроить. Я вообще закрыла пекарню, но народ еще тусуется. Они любят там в туалет сходить, еще что то поделать. Вот, нам нужно доделать пекарню. Ну, я вот думаю, что 10 тысяч нам хватит. Может быть, доделать все, может быть и нет. Нам нужно пока дождаться, чтобы все вышли, потому что я хочу здесь поменять. Что-то, возможно, останется для нашего дома, потому что он, конечно, у нас печальненький, печальненький такой. Вот. И что? По поводу багов. Помните, я в позатой серии не смогла сделать предложение нашей Катарине. Кстати, сейчас мы найдем Патрика, я не помню, где он. И я думала, что это из-за образа жизни, но оказалось, это проблема в самом Патрике. То есть никак у них не получалось пожениться. Я хотела их поженить, но никак не получалось. И потом еще выяснилось, что, в общем, они не могут завести детей. Это печально, но, к счастью, у нас есть функция усыновления. Поэтому сегодня мы еще будем усыновлять или удочерять, посмотрим, кто там будет, какой выбор будет. Вот, у них поэтому сегодня важное событие. Так что они так и останутся девушкой и парнем, не получается. Я не знаю, при том, что я их даже отправляла в отпуск, они уезжали в горы, они там жили в роскошном доме. Мне вообще очень понравились дома, которые построили там для аренды. Не потратили последние деньги на это все дело, но ничего не произошло, ничего не помогло. Я не знаю, с чем это связано, но вот так вот. То есть они не могут пожениться, они не могут иметь детей, и все протухает в холодильнике. Вот так вот. Поэтому можно, готовить только одну порцию. Я, кстати, хочу им вот эту скороварочку, купить, которая у нас пришла, ну, типа с лапшой, в этот, который лапшу варит, короче. Может быть, ее можно будет на дольше, на несколько порций хотя бы готовить. Так что вот такие вот пирожочки у нас. Так что, как обычно, серия у нас очень насыщенная, очень интересная, я надеюсь, получится. Я самое главное вам не сказала. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, думаю, что вы сейчас уже заметили, да. Вот. У нас новые персонажи. Потому что, короче, с этими котами невозможно ничего делать. Они так орут. От них было столько луж. Здесь был какой-то просто
ад, если честно. Пекарня и 4 кота — это несовместимо. Потом вот последняя серия закончилась тем, что один из котов заболел, он был старый. Короче, он, ну, мы его не смогли вылечить. Один кот потом еще убежал, второй, и вот 2 их потом осталось. Потом один, в общем, убежал, и я подавала объявление, но что-то как-то первый раз у меня такое было, что не вернулся кот. Короче, он взял и убрался из семьи. Вот. Один из них драл просто все подряд, что-то как-то всю мебель, лужи бесконечные делал. Я в итоге его отдала. Я не смогла. Вот этот самый спокойный кот у нас остался, он взрослый, по-моему. Да, взрослый, который с самым длинным именем. В итоге я взяла собак, и вы знаете, с собаками в Симсах гораздо проще. Вот у нас есть вот такая вот потрясающая, это какая-то английская охотничья жвачка, её зовут Жвачка. Они у нас были щеночками, но очень недолго щеночки, быстро выросли, она чё-то грустит. И у нас Симбу есть вот такой вот смешной, Ника, её зовут. И они спокойнее, они не делают лужи, я их быстро приучила к тому, что на улице нужно все делать. Они носятся бесконечно, но они друг друга развлекают, им не скучно, им так вообще окей. Вот. Поэтому в итоге у нас теперь 2 собаки, одна кошка. И сегодня у нас еще появится ребенок. Так что вот такие вот перемены. Итак, возвращаемся в нашу пекарню. У нас вот такие вот интересные посетители, которые сидят в воздухе. Все потому, что я выбила у них почву из-под ног, из-под поп. Мы немножечко переделали пекарню, точнее я. Я, конечно, немного замахнулась. Я сказала, что хватит вот это все обставить, поменять нашу саму пекарню, и хватит еще на дом. Нет, не хватило. Но зато вот здесь я уже довольна. Мне нравится, как все получилось. Мне нравится, что краснота вот эта ушла. Я сделала немного более спокойный оттенок дерева всего. Я купила уже супер крутую дорогую технику. У нас уже тут все идеально. И, ну, в целом, вот этот уголок мне очень даже нравится. Дальше. Вот это мне тоже нравится, уже, в принципе, все отлично. У нас здесь вот есть цветочек, появился там в уголке цветочек, ну, нормальненько. Кстати, я в прошлый раз купила все таки унитаз, потому что они все в одном тусовались. У нас, конечно, немножко, ну, хотя все, что надо, есть унитаз, раковина, все, что еще надо. Ну, зеркало можно что-нибудь такое поставить. Но это такое, это не самое необходимое. Вот так у нас сейчас выглядит наша комната отдыха, так можно сказать.
То есть здесь есть пару столиков. У нас есть такая лаунж-зона с этим. У нас с этим и с этим. У нас, скорее всего, здесь будут картины. Здесь, возможно, все-таки будут книжные полочки. Здесь либо столик, либо все-таки будет коврик. Я вот думаю, что, наверное, все-таки коврик здесь будет, чтобы такое уютненько было. Брашечки всякие будут, торшерчики. Ну, в общем, продолжаем создавать уют, пока не получилось полноценно это сделать. Я умный человек, потратила все деньги. Для того, чтобы усыновить ребенка, нужна 1000 симоленов. У нас этого нету. Сейчас быстренько откроем нашу пекарню и все это сделаем. Потому что я вот думала, сейчас я все это сделаю. Я забыла, что нужны деньги для этого. Вот. В комнате у нас получилась только колыбелька прибавилась, а это все из кухни нашей пекарни переехало сюда. Потому что если говоришь Патрику о том, что нужно вот здесь приготовить, он почему-то берет и отсюда что-то готовит, а здесь же типа хуже была техника, поэтому я, в общем, все поменяла. Еще у нас нет пока ванны, у меня уже не хватило на нее денег. Короче, надо срочно открывать пекарню, копить деньги, потому что хочется боевика, хочется денежек и всего прочего. Давайте тогда открывать, смотреть вообще, что у нас здесь будет. Так, он у нас голодный, у нас типа спит. Так, давай, просыпайся. Это я случайно. Я забыла, что там стоит эта штука. Знаете что? Я давно хотела купить рекламу. Почему только потому что она самая дешевая. И что, реклама в интернете значительно повышает разовую посещаемость магазина. А что у нас здесь? Ну, я понимаю, что... А что он... Так, ты нам не скажешь. Ну, давайте последние деньги бахнем. У нас, может быть, больше купят. Так, форма работников. Включи, пожалуйста. Ой, нет, лучше выключи. Тут слишком много всего. Выключи и открой тогда. Открой магазин. И скрестим пальцы, чтобы мы нормально заработали на этом деле. Так, наша супруга сейчас немножко подремлет. Ей надо, потому что она что-то посреди ночи проснулась, подорвалась, побежала. Так, и тебе надо переодеться. Тут он вечно... Он, кстати, у нас регулярно ходит в пижаме по всей пекарне. В общем, такое себе. Так, давай переоденься, пожалуйста, дорогуша. Я хотела еще музычку купить. Точно. Знаете, вот эти, которые... колоночки такие внешние. И забыла. Так, Патрик запускает. Сейчас, я прочитаю, мне интересно. Так, реклама в интернете значительно повышает разовую посещаемость магазина и исходит на нет под конец кампании. Где повышает постоянно, не достигнет, как при рекламе в интернете, но не сойдет. Я понимаю, да. Так, и пока эту штуку. Ну, в общем, не очень получилось у меня все задумано, но что-то я закончила. Вот здесь я больше ничего не буду добавлять, убавлять. Якисоба с овощами. У нас тем более есть овощи. На одну персону, потому что все остальное у нас пропадает. Переоденься, пожалуйста. Вот, переоделся. То для посетителей такое себе зрелище. Патрик в пижаме. Так, и где мои посетители? Кстати, я хотела вам показать, но у нас тут дождь. Вы же видели только зимой эту пекарню. Вот так вот она у нас так выглядит. Это у нас сейчас день просто пасмурно. Вот такие вот у нас красивые катки с растениями. Так вот у нас все красиво светится. Вот прозрачная крыша. Раз, два. Вот видите, здесь такого вот типа открытого пространства. Я не знаю. Задумывалась как типа летняя веранда, но из-за вот этого не получилось. В общем, как-то странно. Такая раскривушка очень странная, но в целом мне нравится, как это все выглядит. Мне нравится. Мне начинает нравиться этот дом, и мне это начинает нравиться, что мне это нравится. Потому что, когда мне не нравится постройка или персонаж, это для меня это кошмар и ужас, потому что я не могу себя... Я болею от этого. Мне плохо, мне не нравится все, мне портится настроение, мне ничего не хочется делать. В общем, все не так и все не то. Ну, давай, кушай-то. Ты же себе приготовил, ты же голодный. Так, ну что, вы пришли и стоите, да? Угу. Так и наша рекламная кампания это работает. Давайте опять его выключим. Мне кажется, что он задерживает. Они пришли и стоят, и все. Покупатель, зевака, любит общаться. Где обещанный покупатель-то? Покупатель. Хорошо. Ну, хорошо. Еще мне еще веселит, что они здесь кушают. Причем готовят иногда там, у себя в доме. Кушать выходят сюда. Типа к людям. Ну хотя у них только одно креслице здесь есть. Такое одинокое вообще.
Ну вот, пока так. Пока так. Ну, сейчас надо заработать денег. Много-много денег, чтобы у нас появился малыш. У нас тут, кстати, я Патрика отправляла немножко порыбачить. У нас, кстати, были пчелы. Я набрала меда. Зачем? Я так и не поняла. А что, плохой мед, да? Плохо. Вот еще и мед плохой. Вот так вот называется. Включи, пожалуйста. Ты еще кушаешь? Рейтера. Ну чё вы? Как обычно, хлопуши хлопает и хлопает холодильник. Любитель общаться. Покупатель. Вот он вроде покупатель. О, покупательница. Ну, хлопает и хлопает. Так, все, ты закончил? А интересно, а можно с наушниками заниматься спортом? Ты переживаешь, что он так сильно начал поправляться, что он совсем скоро будет большой. Танцевать можно только, да? Ну ладно. По-моему, от танцев в Симсах не худеют. Так, давайте проверим наши холодильники, а то я давно их не проверяла, очень. Я их давным-давно затарила и как-то тут ничего не меняла. Что у нас здесь? Профитроль, все хорошо. Великолепно хлебный пудинг, круассаны великолепно, шоколадные сухарики великолепно, их еще много тут. Миндальное печенье с ягодами великолепно, все великолепно, слушайте. Чего у нас тут? Пончик с беконом начал заканчиваться, всего 2 штучки. Давайте тогда сейчас сделаем пончик с беконом. Так, эклер, эклер нормально, почему нормально? Давайте переделаем эклер. Так, желатиновая радуга великолепно, великолепно. И великолепно. Так, нам нужно переделать эклеры и сделать пончик с беконом. Хорошо. То, что здесь там, по-моему, всего одно что-то купили. Пончик с беконом. То у нас как раз есть. О, бессмысленные эти штуки, конечно. Так, по-моему, посудку. Так, а пончик с беконом у нас, по-моему, все-таки в выпечке. Я, кстати, не помню, у нас уже Падрик достиг 10 уровня или нет. Да, 10 уровня. Пончик с беконом. Давай, готовь пончики с беконом. А потом посмотрим. Ну и что ты сидишь, как обычно. Тут хочет в туалет. А в пекарне 2 туалета. Зачем страдать и терпеть, если можно сходить в туалет? В чем логика, непонятно. Пришли еще товарищи, и чё? Ну, кстати, за окном дождь. О, класс. Смотрите, как красиво. Капельки. Класс. Красиво. Красота, красота, ничего не скажешь. Чё у нас собака недовольная? Вторая. А где Катарина? Где она вообще? А чё она? Что происходит? Ты приготовь себе покушать. Она, видимо, встала и что-то решила пойти куда-то. Тебе на работу же надо. Когда, конечно, появился второй персонаж, тяжело. Привыкла, что один Патрик и все, больше никого нету. Я все время про нее забываю, если честно. Покушай. Не отвлекай Патрика, он занят, он работает. Если он работает из дома, это вообще не значит, что его можно отвлекать. А он вообще и не работает, собственно говоря. Ну, стоит музычку слушает. Вот так вот, понятно? И никто ничего не покупает. Не покупает. Капитал 23. Он только тратит деньги. Ой, кстати, давайте посмотрим, что у нас тут с очками бонуса. Может, мы уже что-нибудь можем хорошее себе сделать? Ничего мы не можем пока сделать. Табличка. Открывает доступ к настенному украшению, которое заявляет о превосходстве магазина на рынке. Зайдите в раздел предмет. Ну, на чем нам? Быстрое оформление, небольшая скорость. Члены семьи будут немного быстрее обслуживать покупателей. Не, нам это не надо. Быстрое пополнение, дополнительные работы. Поставщик заказал слишком много товара, поэтому временно снижает цену. Нет. Кассовый аппарат будущего зачем вообще нам нужен? Нам нужно, чтобы быстрее совершались покупки. Покупатели будут охотнее совершать покупки. Вот. Вот что нам надо. Нам надо заработать эти баллы. Быстрое оформление заказа. Наверное, вот это серьезный покупатель. Покупатели будут охотнее совершать покупки при первом посещении магазина.
Наверное, вот это нам надо. Бесспорная продажа открывает доступ к действию общения бесспорной продажи, которая при использовании на покупателя гарантирует, что тот купит товар. Ну, ну вот, наверное, вот эти 2 было бы хорошо. Давайте тогда он сейчас приготовит и будет общаться ну, со своими покупателями, чтобы они быстрее покупали, и чтобы. Так нет, куда ты несешь? Они сейчас все разберут. Куда? Ну куда? Ух, как далеко ты понес. Эти варвары, они же сейчас все того не этого. Сейчас сожрут все, как коршуны, потому что покупать никто не хочет. Укрась, пожалуйста. Куда она пошла? Куда ты пошла? Ты пошла на работу? А, ты кушать пошла? Ну, кушай. Ты заодно пообщаешься, можешь с кем-нибудь. Давай ты пообщаешься с теми, кто стоит, вот сидит, вот, с покупательницей. Сделай хорошее дело, пока ты кушаешь. Ты можешь. Нет, с ней не общайся, она зевака. Бессмысленное будет времяпрепровождение. Вот, покупатель. Его поприветствуй, пожалуйста. Принеси пользу обществу. Она же тоже будет зарабатывать баллы, правильно? Милый мой, иди, пожалуйста. Что он такой медленный? Так, положи порцию багаж. Так. Ладно, не будем тогда эклеры менять, пока только вот это сделаем. И будем общаться с покупателем. Вот видите, какой у них низкий. Ну, в первых же частях, ну, все было иначе. Ну, почему так происходит, а? Это же 5 часов, 6 часов вечера. У нас пока ни одной покупки. Как так вообще? Должна приступить к. Да, это пойдет. Пойдет. Так, давайте. Ух, давай, покупательница, тоже приветствуй, пожалуйста. Заодно со своей женой пообщаешься. Ну, фактически женой. Будем считать так. Вот, все покупательницы, смотри, какие шикарные покупательницы на любой вкус. И все они хотят у вас что-то купить. Что-то там. Все вроде нравится. Нам, кстати, не надо эту штуку. Да, почистить уже. Так. Нам не эти баллы нужны, нам нужны баллы, очки бонусов. Так, хорошо. Давай убеждай их. Что ты просто так болтаешь-то? Нет, так не пойдет. Ответить на вопросы надо. Их надо убедить купить свою выпечку, а не просто так болтать. Итак, вчерашний день прошел, ну, вполне себе нормально. Правда, я закрыла пекарню где-то в 4 или в 5 утра, чтобы хоть кто-то что-то купил. Но денег нам хватит на все, что мы задумали. Патрик немножечко голодненький, но он выспался. И сейчас мы будем совершать то, что я хотела. Котейка. Наша барышня пришла с работы, наша Катарина. Она немножко поспала, привела себя в порядок. И пора. Тем более сегодня посмотрите, какой солнечный, прекрасный день. Вчера было так дождливо, сегодня так спокойно, хорошо. Сегодня прекрасный весенний день. У нас наконец-то нет посетителей, все ушли. Я закрыла пекарню, и внезапно все взяли и ушли. Смотрите, какая она зелень. В общем, замечательный весенний день, я считаю, как раз то, что нужно для того, чтобы приветствовать нового члена семьи. Давайте этим займется Катарина. А наш Патрик пока что себе приготовит покушать, потому что он очень голодный. Это нехорошо. Так, закажи услугу, пожалуйста. А ты, да, ты гиперголодный. Давайте ты приготовишь чего-нибудь себе. Или, ладно, перекусывать не надо, ты уже доперекусывался. Что теперь? Уже скоро лицо не будет в кадр помещаться. Зато он медовик может приготовить, он же этот. Хелпури, что такое? А, он же этот. Еще специи купил. У нас тут был фестиваль специй, и я побежала, набрала специй. Я подумала, что, может быть, что-то это нам даст, но нам ничего это не дало. Так. Ну что, давайте. Усыновить ребенка за 1000 симоленов. Это как-то очень странно звучит. Видите, как коты орут? А, я убрала ее лоточек. Упс. I did it again. Вернем лоточку кошечки. Итак, лоточек у нас куплен. Ну, в смысле, почему ты отменил все себе? Я не поняла.
Приготовь, пожалуйста, себе еду. Или нам сейчас вылезет это окошко с детьми, и я все испортила. Нет, давай иди готовь. Но с детьми нам должно сейчас вылезти это. Ой, это было неожиданно. Ну ты же заказала услугу, нет? Или я ошибаюсь? Так, давайте еще раз проверим. Если мы ее не заказали, то она нам не будет доступна. Так, вниз. Ну, усынови, пожалуйста. В чем проблема-то? И ты усыновить тоже не можешь? Да ладно, вы серьезно? То есть вы нельзя не усыновить детей, не завести, ничего нельзя? Прям очень интересно. А, Сейчас я буду решать этот вопрос. Итак, прошу любить и жаловать Зои. Зоя у нас по истории дочка сестры нашей Катарины, которая ее подбросила и сказала: воспитывайте, мне некогда, поэтому это их не родная дочь, это приемная. Мы там взяли на иждивение ее, в общем, как-то это в Симсах можно оформить, но в семейное древо не получилось ее взять. Ничего страшного, главное, что девочка у них есть, они будут растить, любить, холить и лелеять. Она такая же, как видите, рыженькая, зеленоглазая и в веснушечках вся. Ой, ой, извините. И вся в веснушечках, очаровательный, милый ребенок. У нее так же, как у Катарины, ну, я повторила немножко ее образ с собачками, с кошечками. В общем, они такие вот очаровательные, одинаковые немного, как мне кажется. Ну, в общем, хорошенькие девочки, которые у нас теперь будут жить, будут воспитываться. В общем, как-то так. А еще затянуть ребенка на этот участок было катастрофически сложно. Меня на самом деле эта семья со всеми ее ограничениями, проблемами и всем прочим вымотала уже полностью, честно. Я уже очень от них устала. Так, у нас было немножко денег как раз-таки. У нас тут Патрик грустный, уставший. Нам надо срочно открыть пекарню, потому что нам нужно купить ванную. Мы, конечно, можем за эти деньги купить, которые у нас сейчас есть, но не хочется что угодно покупать, хочется уже что-то хорошее. Вот, у нас я, как обычно, купила эту штуку. Я обожаю этот замок. Я ставлю ее в каждом доме, где у меня есть дети. Вот детский уголок нашей Зои. У нас есть мишка, кроватка, игрушки такие, игрушки сякие. Вот у нас старшие здесь живут. Когда станет школьницей, мы ее отселим в другую комнату. Я думаю, что за счет нашего этого, нашей теплицы я все немножечко расширю, потому что ну, не нужно так много. Там все можно немножко компактнее сделать. Вот, скорее всего, вот так это будет. Вот так вот это. Ой, надо поубирать тут. Ага, вот что хотела кошка. У нас тут, кстати, собаки так носятся по этой теплице просто как угорелые. Видите, там что-то носится. Вот, так что у нас теперь есть ребенок, которого мы можем воспитывать, который унаследует нашу пекарню. Я предлагаю на сегодня закончить, потому что, говорю, у меня уже вообще нету сил. Я еле записала этот ролик, потому что по факту я его записываю уже где-то третий час. Я устал, я ухожу. До следующих серий. Подписывайтесь, ставьте лайк и пока-пока.